Привет, друзья! Рада вас приветствовать в моем новом видео, посвященной самой загадочной и удивительной сущности леса. Если вы готовы окунуться в мир мистики и приключений, то присаживайтесь поудобней, потому что сейчас мы отправляемся в увлекательное путешествие в поисках этого легендарного создания. Красноглазая квакша – одна из самых известных разновидностей экзотических лягушек, обитающих в Южной и Центральной Америке. Этот вид был впервые описан ученым по имени Коуп в 1862 году. Латинское название красноглазой квакши переводится как «красивая древесная нимфа». Давным-давно, когда леса еще скрывали множество тайн, среди зеленых деревьев и густой листвы обитала загадочная сущность, известная как красноглазая квакша. Легенда гласит, что квакши были необычными существами, чьи глаза сияли ярким красным светом, словно два пылающих уголька. По преданиям, квакши являлись хранителями леса, его душой и живой силой. Они обладали магическими способностями и мудростью, которые использовали для защиты и сохранения баланса природы. Квакши слышали голоса деревьев и шепот листьев. Они понимали язык живых существ и делились своей мудростью с теми, кто был достоин их встречи. Однако красноглазые квакши были очень редкими и скрытными существами. Они предпочитали жить в укромных местах глубоко в лесу, далеко от глаз людей. Лишь изредка смельчаки или избранные гости имели возможность встретиться с ними и получить дар их мудрости. Говорят, что тот, кто смог увидеть красноглазую квакшу и заглянуть ей в глаза, получал особое познание и силу природы. Считалось, что квакши передавали свои секреты и знания лишь избранным, чтобы они могли помочь сохранить и беречь лесные уголки. И хотя с течением времени квакши стали все реже появляться перед людьми, их легенда продолжает жить и вдохновлять поклонников природы и мистики. Каждый лес, каждая тайна, каждый зеленый листок может скрывать за собой тайную встречу с красноглазой квакшей, символом волшебства и баланса природы. Лягушки населяют влажные тропические леса. Они селятся в местностях, где дневная температура составляет 30 градусов, а ночью опускается до 18, в зависимости от сезона и погодных условий. Наиболее комфортно земноводные себя чувствуют при влажности воздуха 90%. Амфибии отдают явное предпочтение низинам, но могут встречаться на высотах до 1250 метров над уровнем моря. Чаще всего они наблюдаются возле мелководных прудов и рек. В дневное время красноглазая квакша спит среди зеленой листвы, тропической растительности с закрытыми глазами. Однако, когда приближается хищник, она мгновенно открывает свои ярко-красные глаза, вводя его в замешательство и получая несколько драгоценных секунд, чтобы сбежать. Взрослые особи достигают 7 сантиметров, самки крупнее самцов и более ярко окрашены. У взрослых самцов имеется резонаторный мешок, благодаря звукам они очерчивают свою территорию. Квакши малосоциальны, поэтому на территории в 1 километр можно встретить одну, максимум 2 семьи, которые состоят из самца, пары самок и маленьких лягушек. Когда малыши вырастают, они покидают территорию, на которой родились. Красноглазая квакша предпочитает древесный образ жизни, и она великолепно лазает по деревьям. На кончиках ее пальцев находятся присоски, позволяющие ей приклеиваться к нижней стороне листьев. В этом положении она отдыхает в течение светового времени суток. Кроме того, эта лягушка отлично плавает. В случае опасности она может прыгнуть с ветвей в водоем, спасаясь от преследователей. У красноглазой квакши на коже нет токсических соединений, однако она содержит множество биологически активных пептидов. Когда эти пептиды попадают на слизистую оболочку млекопитающих, они могут вызывать раздражение. Слизь на коже квакши имеет неприятный вкус, поэтому большинство животных избегает употребления этой лягушки в пищу. Яркий окрас квакши также может напугать агрессора. Эта амфибия искусно использует мимикрию, подражая ядовитым лягушкам и создавая иллюзию своей опасности. Поскольку красноглазая квакша очень мелкая, то у нее немало природных врагов. К их числу относятся обезьяны, змеи, летучие мыши, рыбы, стрекозы, водяные жуки и пресноводные креветки.
Взрослые особи красноглазой квакши являются плотоядными. Они питаются всем, что помещается в их рот. В связи с тем, что красноглазые квакши достаточно маленькие, их основной рацион составляет из насекомых, в основном кузнечиков и сверчков, а также амфибий, которые меньше их самих. Молодые лягушки, которые только появились на свет, настолько мелкие, что их единственная добыча состоит из планктона, водорослей, кусочков органического материала и бактерий. По мере взросления они начинают охотиться на более крупную добычу, включая плодовые мухи и других насекомых. Красноглазые квакши размножаются в сезон дождей. Самцы защищают домашние участки диаметром до 3 метров от конкурентов. Размножение осуществляется через амплексус, где самец обхватывает самку сверху лапами. Размножение происходит на нижней стороне листьев, и самка удерживает себя и самца, прикрепляясь к листу с помощью присосок. Периодически они погружаются в воду на некоторое время, чтобы предотвратить обезвоживание самки и сохранить яйца. Яйца квакши прикрепляются к нижней стороне листьев, и инкубационный период составляет около 7 дней. Личинки вылупляются и становятся добычей для стрекоз, рыб и водных насекомых. Метаморфоза личинок взрослых квакш происходит в течение 3 недель, а молодые квакши достигают половой зрелости в возрасте 3 лет, перемещаясь в ближайший поселок и прячась в дуплах деревьев. Спасибо, что присоединились ко мне в этом захватывающем путешествии, чтобы узнать больше о загадочной красноглазой квакше. Мы с вами вместе погрузились в мир ее удивительных амфибийных приключений и открыли для себя ее уникальные особенности. Не забудьте подписаться на канал, так вы не пропустите новые выпуски на канале, и жмякайте лайк этому видео. Берегите природу и до новых встреч!